Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня в меню у нас жареные головы лосося. Головы могут быть любой породы лососевых рыб. Чем они отличаются от других видов рыб? Тем, что в голове у лосося в основном находятся хрящи. Этим рецептом меня угостили, будучи на рыбалке в Магадане. Местный егерь накормил как-то нас жареными головами. И я был восхищен этим блюдом. До этого мы как бы ловили рыбу и голову, как правило, при разделке выбрасывали. А оказывается, они очень-очень вкусные. Для этого рецепта нам понадобятся головы, по количеству едоков смотрите сами. Головы недорогие, я вот вчера взял по 160 рублей килограмм. Мука для жарки, соль, перец и одну луковицу обжарим сверху, на рыбку положим. Рецепт элементарно простой, но очень-очень вкусный. Для того, чтобы пожарить, нам нужно головы разрезать пополам. Для этого берем острый нож и разрезаем. То, что здесь одни хрящи, режется довольно-таки несложно. Голову присолим. Солим, перчим по вкусу, кому как нравится. Кто любит больше, кто любит меньше. Но рыба любит соль. Присаливаем с двух сторон. Рецепт простой, но каким он показался нам вкусным. Я 8 лет подряд ездил в Магадан на рыбалку. Я 47 лет увлекаюсь спортивной рыбалкой. Перепробовал все виды снастей. Вот. И дошел до самой такой, вида рыбной ловли нахлыста. И вот на нахлыста я ездил рыбачить 8 лет подряд в Магадан. И раза 4, наверное, мы приезжали. Обычно рыбу поймаем, на кухне повара попросят нам поймать там столько-то кижучей, столько-то там хариусов. Не поймать, а взять с собой, потому что там ловишь, отпускаешь, эта рыба не нужна, ее с собой не повезешь за 1000 километров. Вот. И мы ловили, как правило, разделывали, а голову выкидывали. С рыбы нам готовили там всякие рыбные вкусняшки, котлетки, жареные, пареные, вареные. А вот спустя 4 года как-то чистим тоже, и егерь подходит, говорит: голову не выбрасывайте. Мы говорим: а что случилось? Он говорит: я вас вечером угощу этим блюдом из жареных голов. Потом вы, говорит, скажете мне. И действительно, это было просто бомбастик какой-то. Мы там уплели столько этих жареных голов. И потом каждый вечер мы просили: пожарьте нам голову, пожарьте голову. Сейчас обваляем в муке и будем жарить. Насыпаем мука обычная. Обваливаем с двух сторон. Чтобы у нас во время жарки образовалась приятная такая корочка. Голову я обвалял в муке. Сейчас порежем одну луковицу. Режем произвольно, пером, полукольцами. Даже вот так четверть кольцами сделаю. Лук нам нужен будет для обжарки. Ставим сковороду на плитку. Наливаем растительного масла. Не жалеем. Грамм 70 смело льем. Сковорода у нас большая. Ждем, когда накалится масло. Сначала, друзья, обжарим лук. Тем самым мы придадим аромат маслу.
я всегда, прежде чем жарить рыбу, пережариваю в этом масле сначала лук. Так масло становится более ароматным, и рыба получается вкуснее. Лук посолим, чтобы он был вкуснее. И немного поперчим. Лук обжариваем до золотистого цвета. Здесь как бы нет какой-то закономерности, как обжарить лук. Как вот вам нравится, как вы любите, в каком виде его кушать. До такой степени обжаривайте. Потому что мы этим луком потом сверху наши головы покроем. Растомим его. Для жарки рыбы, ну и вообще для жарки всего я люблю пользоваться либо чугунными сковородками, либо вот такими литыми дюралевыми. Меньше пригорает, и она то, что толстостенная, жарить на ней хорошо. Никогда не берите для жарки эти китайские или новодел сковородки, тонкостенные жести с якобы антипригарным покрытием. Да, они с антипригарным покрытием, но в то же время тонкая жесть слишком нагревается быстро и продукт горит. Лук я обжарил. Вот для меня такое состояние по моему вкусу. Вы любите более зажаристый, жарьте дольше. Любите менее, вынимайте раньше. Перекладываем его. Возвращаем сковороду на плиту. Нагрев максимальный. Выкладываем голову. Дорогие друзья, голову обжариваем с каждой стороны минуты по 3, по 4 до приятного колера такого. Ну, чтобы не подгорело у вас. Смотрите там по нагреву своей плиты, по сковороде. Какая у вас будет сковорода, тоже от этого зависит. В магазинах, как правило, тушки семги или красной рыбы идут на продажу, либо на переработку на посол, а головы продаются отдельно. Стоят они недорого, но в них, поверьте мне, есть что покушать. Кто любит рыбьи головы, того я не буду убеждать. Но, кстати, я раньше голову сазана любил, голову леща, таких речных рыб. Но вот первый раз, когда попробовал голову лосося, это рецепт, я вам скажу, стоит того, чтобы его приготовить. Переворачиваем. С первой стороны я обжарил 2,5 минуты, перевернул на вторую сторону. Сейчас обжарю со второй стороны, тоже у меня 2,5 минуты пожарилось. Я переворачиваю еще раз. Рецепт для ценителей рыбы. Как из дешевого продукта сделать вкусное блюдо. Убавлю нагрев. Накрываем
крышкой. И еще буквально минуту. Дорогие друзья, наши головы готовы. Выключаем конфорку. Как они зажарились смачненько. Сверху положим наш лучок. Наше простецкое, но в то же время вкусное блюдо. Вот такая, в то же время простая, но вкусная еда у нас получилась. Сейчас я приберу, и мы попробуем, как это вкусно. Вернее, я попробую. Дорогие друзья, давайте попробуем, что тут у меня получилось. Эх, головушки. Головушки. Иди-ка сюда. Красота. Буду я есть руками. В тайге нам никто вилок не давал. Лучок. Вот здесь вот. Мяско. Вот косточки только на челюстях. А вот это все внутри, друзья. Это хрящ. Как вкусно. Попробуйте. Не занимает много времени. Стоит недорого. У продавцов рыбы, кто торгует морской рыбой, обязательно в ассортименте должны быть эти головы. Там бывают хребты и головы отдельно идут. Вспомнил, как мы в тайге рыбачили. Магаданская река. Река Кама. Ой, Яма. Кама это у меня. А там река Яма. Магаданский государственный заповедник. Еловый. Единственное место в Магадане, где растут елки. А живут там медведи, волки и мы. Вот эта кожа. Как я люблю. Вообще в головах копошится. С лучком. Друзья. Лучок обязательно. Это вкусно. Кто любит рыбу, тот меня поймет. Ну, тут такие щечки. Все нежное, все вкусное. Вроде бы голова, да, а в то же время так вкусно. Многие, я думаю, удивятся. Скажут, ходили рядом и не знали. Я вот всю жизнь рыбачил. 8 раз ездил в Магадан. И только с 4-го раза узнал, что голову можно у кижича, у киты пожарить так вкусно. Дорогие друзья, на этой вкусной ноте все, что у меня осталось от этой головы, это вот несколько косточек. Остальное очень вкусно. По традиции, дорогие друзья, я хочу поздравить вас. Тех, у кого сегодня день рождения, с днем рождения, пожелать им счастья, добра, уюта в доме, светлого неба над головой, добрых людей рядом,
чтобы был всю жизнь у нас мир и не было войны. До скорых встреч. С вами был Волоха. Пока, друзья.